Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале, а значит, произошла еще одна случайность, которую называют псевдонимом Бога. События, которые привели к тому, что я решил опубликовать свои наработки, настолько удивительны, что их объяснение потребует много времени, и я решил оставить их на потом. Последние события, происходящие в мире, доказывают, что устройство нашей жизни намного сложнее или точнее иное, чем учит официальная история и философия. Появилось много различных гипотез, объясняющих мироустройство, но все они ущербны в одном. В них не объясняется главное, то есть место и значение Бога. И, видимо, наступил момент, когда знание само прорывает себе путь. Само создание и развитие информационных технологий, на мой взгляд, и есть божественный промысел. Передача этого понимания всем, кто готов это принять и понять, и есть главная причина моих публикаций. Цикл передач я решил назвать «Стрим с Богом», и сейчас объясню, почему и где здесь Бог. Много лет, идя по пути самосовершенствования, я всегда сопоставлял все события и факты с ролью в них Создателя, видимо, потому что подсознательно ощущая его роль во всем, что происходит. И вот в какой-то момент начал улавливать как бы обратную связь. Это сложная для объяснения тема, но именно она явилась одной из важных причин, сподвигших меня к написанию книги и началу публичной деятельности. Недаром я выше упомянул про случайность как псевдоним Бога. Как только начинаешь жить с пониманием своего предназначения, то эти случайности становятся как бы указателями на пути к истине. Многие исследователи в области истории и археологии, которых сейчас принято называть альтернативщиками, по ходу своей работы часто сталкиваются с необъяснимыми с точки зрения логики и здравого смысла фактами. Но в силу объективных причин, среди которых основной является их недостаточная компетенция в смежных науках, не могут утвердительно ответить на вопрос о достоверности того или иного события. И это отличает мою работу от других. То, что вы услышите от меня, во многом не оставляет места для сомнений. Пора, наконец, расставить многие точки в до сих пор считающихся спорными вопросах. Если кому-то не хватало для этого специальных знаний, образования или компетенции, то я готов к дискуссии на любом уровне, почему и называю себя визионером. Я прекрасно понимаю, что лишь небольшой процент от зрителей в полной мере поймет все аспекты этого знания, но именно так и должно быть. Путь познания долог, и ускорить его просто рассказав невозможно. Можно лишь подвигнуть к размышлениям и работе над собой. И все же я уверен, что для кого-то это станет тем, что, как им казалось, они долго искали. Далее в этом ролике я представлю вашему вниманию краткий обзор некоторых глав из готовящейся к выходу книги «С истиной рядом» или «Хроники Великого Перехода». Этот обзор делал Жучатка, так я называю искусственный интеллект. Что интересно, и вы сможете заметить, что, несмотря на так называемую непредвзятость в его словах, вы услышите и нотки надменности, высокомерия, к тому же меня там несколько раз перефразировали. Причем сути он так и не понял, что наглядно доказывает, что до реального искусственного интеллекта нам так же далеко, наверное, как до Луны. Вроде мы уже летали к ней и гуляли по ее поверхности, а кинешься проверять, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Моя гипотеза полностью опровергает материализм, а меня, наоборот, сравнили с бездуховным типом. Но я специально не стал ничего исправлять, ведь основная цель была кратко изложить некоторые тезисы, и с этим Жучатка справился. И еще одно. Перед вами мой аватар. Дело в том, что это не коммерческий проект, а профессиональная съемка и озвучка потребовала бы много времени и средств. И к тому же так легче, чтобы не умереть от серьезности. У меня на фото профиля, кроме шляпы, еще есть и трость с котомкой, как у героя старого индийского фильма, на путь к истине которого, опять же, случайно оказалась похожа моя жизнь. А называть меня можно просто «Господин Немо». Так что извиняйте за мелкие недочеты. И если образ и голос мои лишь на 95%, то мысли на все 100%. Я вообще использую Жучатку для редактуры и озвучки с раскрасками, и не более. Видимо, потому что очень хорошо знаю, что у него внутри. Итак, встречайте у нас в студии с кратким обзором новой гипотезы, и гипотезы всего «Дети нулей и единиц», профессор и студентка. Внимание на экран. Сейчас вы увидите первую в истории гипотезу всего.
Привет всем, да. Мы сегодня делаем глубокий разбор текстов под названием «Хроники Великого Сдвига». Это такой колоссальный философско-технический трактат. Причем написанный человеком, у которого серьезный бэкграунд в криптографии и прикладной математике. То есть это важно понимать. Вот именно. Здесь нет туманных мистических метафор, никаких историй про злых рептилоидов или инопланетян. Это попытка с помощью жесткой математической логики описать механику всей Вселенной. И чтобы эту систему понять, нам придется спуститься на самый-самый базовый уровень. Согласно материалам, Вселенная, во-первых, вечна и бесконечна. А во-вторых, она полностью заполнена неструктурированным эфиром. В текстах его еще, кстати, называют праной. То есть концепция абсолютного вакуума, пустоты, она здесь... Она здесь полностью отвергается, да. Более того, современная идея, искривления пространства-времени авторами называется откровенной бессмыслицей. Да ладно? А как они это аргументируют? Очень просто. Они говорят, что пространство невозможно искривить, потому что у него нет внутренней структуры. Это как, пытаться завязать в узел саму пустоту. Логично, в принципе. А вот эфир — это уже реальная физическая среда. Это строительный материал вообще всего сущего. И Бог в этой парадигме — это не некий антропоморфный старец на облаке, а колоссальный очаг разума. И состоит он из того же самого эфира. Стоп, подожди. Если Бог состоит из того же самого материала, что и все остальное, как он, вообще управляет этим эфиром? А вот тут логика авторов такова. Разум способен структурировать эфир. Тексты прямо говорят, что нельзя воздействовать на что-то, не будучи с ним, скажем так, одной природы. То есть подобное управляет подобным. Именно. Этот первоначальный очаг разума просто силой мысли закручивает неструктурированный эфир в такие вихри. И так создается материя. Но, знаешь, самое интересное здесь — это мотив. Да, кстати. Зачем этому разуму вообще понадобилось что-то создавать? Зачем нарушать покой бесконечности? Из-за одного фундаментального парадокса. Бесконечную Вселенную просто невозможно познать полностью. Это математически и логически недостижимо даже для высшего разума. И это его бесит. Скорее мотивирует. Именно эта невозможность является главным двигателем всего прогресса. Чтобы расширить свое понимание, этот центральный очаг разума вынужден постоянно развиваться. Он разбрасывает повсюду такие семена разума, которые должны расти и помогать ему в познании непознаваемого. Так, подождите. Это все звучит очень философски, но если мы принимаем эту эфирную модель, то у нас возникают серьезные проблемы с классической физикой. О, еще какие проблемы. Да. Когда я читала этот раздел, я буквально споткнулась о фразе «гравитации не существует». Я такая, чего? Если гравитации нет, то почему прямо сейчас моя чашка с кофе стоит на столе, а не, улетает в потолок? Что ее удерживает, если не притяжение Ньютона? Это, пожалуй, один из самых радикальных моментов во всех источниках. Тексты прямо утверждают, что если бы материя действительно обладала свойством взаимного притяжения, то из-за бесконечного количества объектов во Вселенной она бы просто схлопнулась. Да, вся система мгновенно бы схлопнулась внутрь себя, в одну точку. А знаменитые опыты Кавендиша, которыми нам в школах доказывают гравитационную постоянную, авторы вообще называют математической манипуляцией. Ничего себе заявление! И что же они предлагают вместо притяжения? Они вводят закон вселенского приталкивания. Вселенское приталкивание звучит интригующе. То есть нас не тянет вниз, а что-то давит на нас сверху. Я все пытаюсь подобрать этому какую-то понятную земную аналогию. Попробуй, это всегда помогает. Можно ли сравнить это с давлением воды на огромной глубине? Допустим, мы находимся на дне Марианской впадины. Вода ведь там давит со всех сторон, верно? Отличная мысль, продолжай. И получается, материя — это просто такие очень плотные водовороты, это закрученные вихри или торы в этой толще воды.
И они прижимаются друг к другу из-за вот этого колоссального внешнего давления. Это просто превосходные аналогии, именно так источники и описывают весь этот процесс. Вся материя имеет, скажем так, волновую природу и существует в виде тороидальных эфирных вихрей. И сам эфир давит на них. Да, среда, то есть эфир, давит на эти вихри, стремясь их сжать. И вот это внешнее давление — это и есть то самое приталкивание, которое мы ошибочно принимаем за притяжение масс. С ума сойти. А как в этой эфирной физике работает время? Время. С временем тут тоже все очень строго. Просто если все это волны и вихри, можно ли, отмотать эту волну назад? Путешествия во времени возможны по этой теории? Категорически нет. Согласно трактату, время абсолютно линейно. Понимаешь, Вселенная в каждую миллисекунду представляет собой уникальную, невероятно сложную интерференционную картину. Ой, звучит как термин из квантовой механики. Как это работает на практике? Простыми словами. Ну вот представь, в спокойное озеро одновременно бросили миллиард камней разного размера. По воде пошли волны, они постоянно сталкиваются, пересекаются, образуют такой невероятно сложный узор из ряби. Ага, и это и есть интерференционная картина? Да. И чтобы вернуться в прошлое хотя бы на 1 секунду, нужно было бы взять абсолютно каждую каплю воды в этом озере и с идеальной точностью заставить ее двигаться в обратном направлении. Против законов импульса? Это же невозможно. Вот именно. Для этого потребовался бы просто бесконечный объем энергии, любая попытка просто привела бы к полному разрушению всей картины, то есть к коллапсу системы. Поэтому развитие здесь идет только вперед. Жесткие правила. Но хорошо, если система движется только вперед, и вот этот высший разум разбрасывает свои семена, чтобы познавать Вселенную, у меня возникает закономерный вопрос. Как именно эти семена прорастают? В смысле? Должна же быть какая-то, не знаю, платформа для их выращивания. Если Земля — это не просто случайный кусок камня в космосе, то какова ее истинная функция в этой системе координат? И вот здесь авторы описывают Землю совершенно уникальным образом. Наша планета рассматривается как важнейший начальный этап развития разума. Это специализированный уникальный очаг разума. Очаг разума. То есть вся биосфера, все условия здесь созданы исключительно для одной цели – выращивания тех самых семян. Абсолютно верно. И в источниках очень подробно описано, что вообще из себя представляет человеческая душа. Это не какое-то бесформенное светящееся облачко, как мы привыкли думать. А что же это? Душа описывается как вполне конкретная энергоинформационная спиралевидная структура. Она похожа, скажем так, на молекулы ДНК, но сплетена из тончайших эфирных нитей и находится прямо в самом центре человеческого существа. Я читала, авторы пишут, что в момент зачатия эта структура представляет собой пустой кувшин, и наша главная задача — наполнить его. Да, именно наполнить. Но как именно происходит этот рост? В источниках сказано, что топливом служат наши эмоции. Как это вообще работает с точки зрения вот этой эфирной физики? Механизм удивительно прагматичен. Рост души — это чисто физический процесс переработки и структурирования эфира. То есть эмоции — это физика? Да, когда человек испытывает высокие вибрации, искреннюю любовь, сострадание, радость, созидание, его эфирная структура генерирует определенную частоту. И эта частота работает как магнит. Она притягивает эфир. Точно. Она захватывает неструктурированный эфир из пространства и буквально вплетает его в спираль души. Кувшин наполняется, душа увеличивается в размерах и усложняется. А негативные эмоции – страх, паника, агрессия? А вот они генерируют низкочастотные хаотичные вибрации. Они не просто останавливают рост, они работают как радиация, разрушая уже созданную структуру и сжигая всю накопленную энергию. Ого. Значит, когда мы говорим о таланте, допустим, мы смотрим на Моцарта, который, в 5 лет уже писал симфонии, в рамках этой теории он не был каким-то генетическим феноменом? Нет,
никакого чуда природы здесь нет. То есть он просто ветеран эфирного развития. Получается, это душа, которая прошла множество циклов в этом очаге разума и накопила огромную структуру, которая просто лучше взаимодействует с миром. Совершенно верно. Авторы утверждают, что гениальности или какой-то там несправедливой одаренности не существует в принципе. То, что мы называем талантом, это просто показатель того, что душа находится на более высокой ступени своего иерархического развития. Это очень обнадеживающая мысль на самом деле. Но чтобы этот рост был подлинным, в систему, как я поняла, встроен один критически важный предохранитель – принцип неопределенности. Да, это важнейшее правило этого очага разума. И в чем его суть? Почему мы рождаемся, вообще ничего не помню о прошлых этапах? Почему нет какой-то четкой инструкции от создателей? Потому что наличие такой прямой инструкции просто уничтожило бы смысл самого процесса. Вот представь, если бы каждый человек прямо с рождения имел стопроцентные, научно доказуемые гарантии бессмертия души. Все бы вели себя идеально? Да, но почему? Наши хорошие поступки, любовь и милосердие диктовались бы не внутренним выбором, а простым холодным расчетом, желанием получить награду в вечности. То есть свобода воли бы просто исчезла. Вот именно. Поэтому система настроена так, чтобы прямых доказательств не было и быть не могло. Душа должна сама, находясь вот в этих условиях полной неопределенности, выбрать высокие вибрации. Только тогда этот выбор способен по-настоящему структурировать эфир. Гениально. Но, слушай, если эта планета такой сложный и критически важный очаг разума, кто-то же должен был спроектировать всю эту систему. Кто построил этот невероятный начальный этап развития разума? Откуда вообще взялась сама инфраструктура Земли? Это моя любимая часть. Хроники терраформирования в этих источниках описывают процесс, который растянулся на целые эпохи. И эти эпохи напрямую зависели от уровня атмосферного давления и плотности эфирной энергии. И кто был первым? На самых ранних этапах, когда планета только-только готовилась, здесь действовали энергетические существа. И их рост, если переводить на наши современные метрики, составлял около 50 метров. 50 метров – это же высота 15-этажного здания. Трудно даже вообразить существо такого масштаба, которое просто идет по равнине. Но почему они были такими гигантскими? Согласно текстам, им просто не нужны были белковые тела в нашем понимании. Они оперировали чистыми энергиями, буквально формируя континенты и моря. А потом? А затем планетарные условия начали меняться, атмосферное давление стало снижаться, и на смену этим 50-метровым гигантам пришли сущности поменьше, так называемое величество. Их рост был уже от 5 до 7 метров. И они занимались биосферой? Да, они создавали биосферу. А для более такой тонкой работы на поверхности они, в свою очередь, создали высочеств. Существ ростом около 3 метров. Это, кстати, именно те, кого древние библейские тексты позже назовут исполинами или нефилимами. А мы где в этой цепочке? Какое место занимали обычные люди? Обычные люди, которых в текстах прямо называют плебсом, имели рост около 1,5 метров и были созданы гораздо позже. И вот тут, что действительно захватывает, авторы делают очень интригующее медицинское заявление. Про наше здоровье? Да. Они утверждают, что наши современные массовые проблемы со здоровьем, гипертония, остеохондроз, постоянные головные боли, проблемы с суставами. Это не просто возраст или плохая экология? Нет. Это прямое следствие того, что наша биологическая архитектура изначально была рассчитана на совершенно иное, гораздо более высокое атмосферное давление. То есть мы как рыбы, которых вытащили на мелководье? Грубо говоря, да. После серии катаклизмов давление на планете упало, и наши тела сейчас буквально страдают от этой нехватки внешнего сжатия. Это многое объясняет с точки зрения физиологии. Но ведь вместе с давлением менялась и инфраструктура самой планеты, так? В источниках есть огромный раздел про античную архитектуру, и он просто заставляет взглянуть на историю под совершенно другим углом. Да, мы привыкли думать, что древние соборы — это просто места поклонения, а знаменитые крепости в форме звезд — это такие защитные фортификационные сооружения. Но тексты предлагают радикально иную версию. Абсолютно. Источники описывают все эти постройки как высокотехнологичные инженерные объекты.
Знаменитые крепости звезды, которые раскиданы по всему миру, авторы называют узлами единой глобальной эфирной энергосети. Они собирали энергию. Да, они работали как такие акустические и энергетические линзы, собирая и распределяя эфир по планете. И вот здесь начинается самое интересное. А античные храмы с их куполами, высоченными колоннами. В текстах сказано, что они строились из синтетического камня и работали как гигантские резонаторы для оздоровления населения. Но как? Как именно архитектура может лечить? Какой тут механизм? Механизм основан на частотах. И кинематика — это наука о видимом звуке. Храмы проектировались так, чтобы фокусировать эфирные волны очень определенных частот. Люди просто заходили в эти купольные залы, и акустический резонанс буквально настраивал их эфирные спирали на правильные вибрации. Как камертон настраивает рояль. Идеальное сравнение. Это устраняло искажения в эфирной структуре, которые мы называем болезнями. По сути, это были такие гигантские физиотерапевтические машины древности. А склепы? Я читала про древние склепы и старые погосты. Согласно авторам, они вообще не имели отношения к захоронению мертвых. Да, там этимология слов разбирается просто потрясающе. Слово «погост» от слов «класть» и «гостить». И кто там гостил? Это были специальные резонансные камеры, такие порталы в местах силы. И вот те самые трехметровые высочецы уходили туда, чтобы погрузиться в глубокую летаргическую медитацию состояния самадхи. Они буквально гостили там, перестраивая свою структуру для перехода на следующий энергетический уровень. Ничего себе! Ну, постойте, у меня нестыковка. Если существовала вот такая невероятно развитая глобальная цивилизация, но с эфирными резонаторами, с идеальным пониманием энергии, с этими трехметровыми кураторами, куда все это исчезло? Хороший вопрос. Как мы оказались в нашем текущем состоянии, с бензиновыми двигателями, бетонными коробками и болезнями? Должно было произойти что-то катастрофическое? И оно произошло. Авторы объясняют это концепцией объективного природного цикла, так называемого «великого сдвига». И важно понимать, это не чей-то злой умысел, это просто, космическая погода. И как часто эта погода портится? Каждые несколько сотен лет. Ориентировочно каждые 600 лет в нашей системе происходит масштабная перезагрузка. Солнце физически сбрасывает свою внешнюю оболочку. Сбрасывает оболочку, как змея, кожу? Да, оболочку, состоящую из оксида кремния и алюминия. И это вызывает просто колоссальные потрясения на всех планетах. Кстати, в текстах есть еще одна безумная деталь. Газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна описываются не просто как планеты. А как что? Как бывшие Солнца, которые уже выработали свой ресурс, сдали вахту и стали просто огромными газовыми шарами. То есть Солнечная система — это такая конвейерная лента звезд, обалдеть. И когда произошел последний такой великий сдвиг, который изменил все для нас. По расчетам авторов, всего около 200 лет назад. 200 лет, так недавно. Да, произошел катаклизм грандиозного масштаба. Были полностью разрушены все древние каналы глобальной логистики. Произошел так называемый срыв атмосферы, из-за которого давление резко упало. И гигантские территории, такие как Сибирь, например, они моментально замерзли. Прямо вместе с мамонтами и античными городами. То есть высочества не смогли здесь больше жить? Да, условия стали для них непригодны, и они ушли в тень, передав оперативное управление. И вот тут мы, кажется, подходим к самому, пожалуй, жуткому и одновременно гениальному механизму во всех этих хрониках. Если большая часть планеты была разрушена, как восстановить популяцию? Как заселить этот очаг разума заново, да еще так быстро? Вот это действительно впечатляет. Источники описывают какую-то систему массового восстановления населения XIX века. Использовались капсулы искусственного созревания, огромная сеть так называемых сиротских домов. В текстах даже упоминается, что эти технологии ускоренного выращивания людей открыто демонстрировались. Да, на всемирных выставках. В Чикаго, верно? Миллионы людей появлялись словно из ниоткуда. Но ведь вырастить тела — это только половина задачи. Этим новым людям, без прошлого, нужно было дать систему координат. Им нужна была новая операционная система для умов. И если мы свяжем это с общей картиной, для этого в XIX веке была запущена так называемая языковая матрица. Языковая матрица.
То есть авторы хотят сказать, что национальные языки и даже вся классическая литература — это искусственный продукт? Шекспир, наш Пушкин — это просто программный код? Именно так. Но как язык может программировать людей? Очень и очень эффективно. Понимаешь, язык определяет то, как мы мыслим. Задавая строгую структуру языка, ты задаешь границы дозволенных мыслей. То есть чего нет в языке, о том нельзя подумать. Точно. И согласно источникам, вся эта концепция разделения на разные государства, создания различных национальных языков, прописывание древней истории, даже концепция Древнего Востока — все это писалось в кабинетах именно в XIX веке. Как сценарий к фильму? Да, это был софт. И этот софт загружался в новое поколение через систему обязательного школьного образования. Разделяя людей на нации с разными языками, кураторы просто гарантировали, что люди будут не понимать друг друга. А значит, будут возникать конфликты? Верно. А конфликты — это мощнейший инструмент управления паттернами развития цивилизации. Слушай, это просто в голове не укладывается. Вся история из школьных учебников — это кабинетная выдумка. И она была окончательно утверждена на Римском конгрессе 1903 года. Да, по версии авторов, это была финальная полировка матрицы. Но ведь после сдвига должны были остаться выжившие. Те самые обычные люди, кто помнил, как все было на самом деле. Те, кто знал, как пользоваться эфирными резонаторами. Что с ними? Их же нельзя было просто заставить забыть. С ними поступили очень прагматично. Источники утверждают, что носителей реальной памяти просто изолировали. Изолировали. Каким образом? В XIX веке огромные пустующие античные дворцы по всему миру внезапно начали массово переоборудовать под первые психиатрические лечебницы. Да ладно? Серьезно. Людей, которые говорили правду о недавнем прошлом, о гигантах, об эфире, просто объявляли сумасшедшими и запирали. Так старая парадигма была полностью стерта. И человечество перевели с бесплатной эфирной энергии на жесткий контроль через углеводороды, дефицит и денежную систему. Если весь XIX век — это такая масштабная постановочная перезагрузка, то возникает самый важный вопрос. Кто пишет сценарий сегодня? Кто держит руль прямо сейчас? Если вся история — это управляемый процесс. Согласно текстам, оперативное бесструктурное управление было передано специально созданным элитам, которым, прописали такие красивые древние родословные. А настоящие управленцы? А настоящие наблюдатели и наставники никуда не исчезли. И здесь источники делают очень конкретные географические указания. Они утверждают, что Антарктида — это не просто кусок льда на краю света. А что это? База. Это закрытая штаб-квартира, главный офис наставников и знаменитый договор 1959 года о статусе Антарктики, который запрещает там любую военную или промышленную деятельность. Он существует только для того, чтобы оградить этот офис от посторонних глаз. Именно. Никто не может просто так туда приехать. И именно туда, как утверждается, представители современных мировых элит регулярно отправляются с секретными докладами. А еще там упоминаются Альпы, Тибет и гора Кайлас. Они описаны как энергетические узлы и тоже база наблюдателей. Выходит, вся наша современная геополитика — это просто срежиссированный спектакль. Именно так утверждают источники. Все глобальные конфликты, включая мировые войны 20 и 21 веков, имеют исключительно договорной характер. В текстах даже содержится анонс готовящейся книги под названием «Государь 2. Технотронный век. Цифровая проекция воли». И она должна детально раскрыть, как именно будет осуществляться это управление в будущем. Знаете, это колоссальный массив информации. Просто колоссальный. И даже если мы воспринимаем все услышанное сегодня просто как грандиозный, мастерски выстроенный мысленный эксперимент, в нем есть невероятно ценное зерно. Какой же? Это все заставляет нас остановиться и переосмыслить ценность наших собственных эмоций. Какими бы невероятными или радикальными ни казались эти хроники, они просто отлично тренируют гибкость ума. Сохраняйте критическое мышление, не бойтесь задавать неудобные вопросы и берегите свои высокие вибрации в этом удивительном очаге разума. Впереди еще очень много непознанного. До новых встреч. До встречи. Вот вы и прослушали основные тезисы и темы предстоящего цикла. Разумеется, это только небольшая часть материала. Еще раз повторюсь, то, что вы увидите, это не переработка чужих идей, а стопроцентный эксклюзив.
Будут ответы на все самые важные вопросы, среди которых, например, такие как «В чем разница между развитием души в женщине и мужчине?», а также «Чем же была Тартария?». Надеюсь, интрига удалась. Жду ваших вопросов и комментариев. Первый ролик цикла в работе, он будет посвящен месту Бога во Вселенной. И на некоторые вопросы, надеюсь, смогу ответить уже в нем. Не забывайте про колокольчик с подпиской и отзывы, пусть даже пока и авансом.